Всем доброго времени суток. Одним солнечным днем жительница города Аделаида по имени Меган кормила свою лошадь и услышала какие-то странные звуки, которые заставили Меган бросить свое занятие. Дело было недалеко от реки, и казалось, что звук шел именно от воды. Меган подошла к берегу и увидела в воде кошку. Бедолага мяукала и не спешила сходить с места, как бы женщина ее ни звала. Котенку на вид было не больше 6 месяцев, и он почему-то упорно не хотел сходить с места, и Меган никак не могла понять, почему. Пока не встала на другое место на берегу и не посмотрела на него под другим углом, и тогда она увидела ужасное. Котенок не просто сидел на одном месте, он из последних сил держался на плаву, будучи привязанным к телу каким-то странным тросом. В глазах бедного котенка читалось отчаяние, и было понятно, что долго животное не продержится. Но добраться до него было нелегко, река была глубокой, и нужно было позвать на помощь кого-либо еще. Благо крики о помощи услышала подруга Меган, Джессика Сирл. Отважная девушка шагнула в глубокую реку и двинулась в сторону попавшего в беду котенка. Подхватив животное вместе с достаточно тяжелым привязанным к нему предметом, Джессика выбралась на берег и доставила испуганного котенка в безопасное место, вытащив на берег и странный камень, который был привязан к тросу. Увиденное оказалось еще ужаснее, чем выглядело вначале. Кот был привязан шнуром от электропилы, вес которой был 4 килограмма. Бедолагу просто связали этим проводом и кинули в реку, чтобы циркулярка служила достаточно для его гибели грузом. Изверг, который это сделал, надеялся, что животное точно не сможет выбраться живым из реки, но кот оказался очень живучим, и шокированные Меган и Джессика немедленно отправились в ветеринарную клинику. На месте сказали, что у кота нет никаких микрочипов и личность владельца установить нельзя. Однако у котенка были оборваны участки шерсти, усы и даже ресницы, что определенно наводило на мысли о сумасшествии его хозяина. Организация по охране животных пообещала, что проведет расследование в поисках этого человека. Преступнику может грозить до 4 лет тюрьмы или штраф в размере 50 тысяч долларов. Сейчас с котенком все хорошо. Его назвали Сплэш, и теперь он живет у Джессики. Жизнь маленького пушистого комочка теперь абсолютно прекрасна и безоблачна. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий. Всем пока!